Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. И это очередная сводка новостей о событиях, которые происходили в прошедшие дни. Проходя через Мексиканский залив, ураган Ида пересек медленно вращающийся бассейн с теплой водой диаметром около 200 километров. Менее чем за 24 часа после этого погодная система из слабого урагана переросла в опасный шторм категории 4, который обрушился на Луизиану 29 августа 2021 года, о чем мы сообщали в предыдущем выпуске. Виновником усиления урагана стало тепловое течение. Его сила связана с потоком теплой воды из тропиков и Карибского моря в Мексиканский залив и через Флоридский пролив между Флоридой и Кубой. Это течение образует большие теплые водовороты. В любой момент времени в Мексиканском заливе может быть до 3 таких бассейнов. Во время сезона ураганов это может обернуться катастрофой. Теплая вода на поверхности достигает температуры плюс 26 градусов по Цельсию и выше, прогреваясь до 150 метров в глубину. Разница солености препятствует перемешиванию и охлаждению слоев, поэтому водовороты сохраняют много тепла. Бассейн, над которым прошла Ида, достиг температуры плюс 30 градусов по Цельсию. Подобные водовороты в зимнее время усиливают атмосферные фронты, обрушивая на побережье снежные бури. В курортном городе Саут-Лейк-Тахо в американском штате Калифорния объявлена эвакуация из-за приближающегося лесного пожара. Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома. Огненная стихия устремилась к Тахо, большому пресноводному озеру, расположенному на территории Калифорнии и Невады. Предупреждение об эвакуации было выпущено для всего города с населением 22 тысячи человек в воскресенье 29 августа 2021 года. На дорогах, погруженных в коричневый дым, образовались пробки. Национальная метеорологическая служба объявила в регионе предупреждение о критической пожарной опасности в понедельник и вторник. В воскресенье пожар уничтожил несколько домов на шоссе 50, одном из основных маршрутов к южной оконечности озера. Он также пронесся через горнолыжный курорт Сьерра-ад-Тахо, разрушив некоторые здания. В северной части Новой Зеландии прошел проливной дождь. Выпало до 90 мм осадков за 1 час, в результате чего десятки семей вынуждены были покинуть свои дома. От 50 до 60 домов были эвакуированы в западном Окленде после наводнения, произошедшего в ночь с 30 на 31 августа 2021 года. Мэр Окленда сказал, что люди в основном эвакуировались самостоятельно и останавливались у друзей и семьи. Также были созданы эвакуационные центры. Управление по чрезвычайным ситуациям Окленда заявило, что любая необходимость в эвакуации отменяет правила изоляции от COVID-19. За 1 час выпало 90 мм осадков. Однако мэр сказал, что наводнение было во многом неожиданным. «Мы знали, что пойдет дождь, но не было никаких ранних признаков того, что это могло вызвать такой уровень наводнения». Около 12 дорог были закрыты в результате наводнений и оползней. Около 13 человек были спасены от наводнения силами экстренных служб. Мэр сказал, что пожарные, полиция и службы управления чрезвычайными ситуациями справляются хорошо и нет необходимости объявлять чрезвычайное положение. За 24 часа до 31 августа 2021 года в Кумео выпало в общей сложности 208 мм осадков, что является вторым самым влажным днем в городе с момента начала регистрации в 1943 году и составляет 149% от нормального месячного количества осадков в августе. По меньшей мере 5 человек погибли в результате наводнения в северо-восточном регионе Ганы за последние несколько дней. 28 августа 2021 года в Черепонском районе погибли 3 человека. 2 человека погибли при попытке перейти через разливающуюся реку в районе Бунгпуругу на Кпандури 26 августа 2021 года. Еще 3 человека погибли в результате ударов молнии. Наводнение также затронуло некоторые части соседнего северного региона, в частности столицу региона Тамале, где десятки домов были повреждены или разрушены, а жители были вынуждены бежать.
Национальная организация по борьбе со стихийными бедствиями Ганны предупредила, что наводнение может усугубиться на севере страны после того, как операторы плотины Багрия в соседней Буркина-Фасо заявили, что они начнут сбрасывать воду из плотины, расположенной на реке Белая Вольта. Уровни плотины высоки после проливных дождей с конца июля 2021 года. По состоянию на 29 августа 2021 года уровни плотины составляли почти 235 метров, где максимум составляет 235 метров. Население призвали проявлять бдительность в отношении опасности наводнения. Спуск плотины – обычное явление, и в прошлом году была аналогичная ситуация. Свыше 2 миллионов человек погибли за последние полвека в мире в результате бедствий, связанных с опасными климатическими, метеорологическими и гидрологическими явлениями. Материальный ущерб составил $3,64 триллиона. Эти данные приведены в опубликованном сегодня в Женеве докладе Всемирной метеорологической организации. Специалисты пришли к выводу, что за последние 50 лет увеличилось число связанных с погодой бедствий. Подчеркивается, что изменение климата приводит к увеличению числа экстремальных погодных явлений. Так, в период с 1970 по 2019 годы в мире произошло более 11 тысяч бедствий, связанных с экстремальными климатическими и метеорологическими, а также и гидрологическими явлениями. За полвека на эти опасные явления пришлось 50% всех бедствий, 45% всех зарегистрированных смертей и 74% всех зарегистрированных экономических потерь. Первую строчку по числу жертв занимают засухи, которые привели к гибели более 650 тысяч человек. Более 577 тысяч жизней унесли штормы, более 58 тысяч наводнения и более 55 тысяч экстремальная температура. Всемирная метеорологическая организация заявляет, что во многих частях мира в результате изменения климата растет количество регистрируемых экстремальных метеорологических, климатических и гидрологических явлений, и в ближайшем будущем будут увеличиваться также их частота и масштабы. Это, в свою очередь, означает увеличение волн тепла, засух и лесных пожаров. По данным полицейского управления округа Сент-Тамани, 30 августа 2021 года, во время наводнения в городе Слайделле, штат Луизиана, США, на местного жителя напал аллигатор. Хищник утащил мужчину на глубину. Причиной паводка стал мощный ураган Ида, о котором мы уже вспоминали неоднократно, принесший значительные осадки. Наводнение всегда несет риск для людей, будь то утопление, переохлаждение или заражение инфекцией. Иногда потоп скрывает обитателей дикой природы, смещение со своих привычных территорий. Спасатели использовали для поиска пропавшего человека водные транспортные средства. Попытки найти жертву не дали результатов. Местные власти призвали жителей проявлять особую осторожность при передвижении по затопленным районам, а также не покидать дома без необходимости и не ходить по окрестностям в темное время суток. Вот и все на сегодня. Скажите, понравился ли вам этот выпуск, и напишите комментарии по поводу новостей, о которых мы только что говорили. Спасибо вам за просмотр и активность в комментариях. Оцените это видео, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал. Будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь. Выпуск озвучил Александр Тымачко специально для канала Climate Change.